Каких традиционных ценностей вы придерживаетесь? Запредельная нищета. Есть нечего. Мы должны улыбаться и радоваться этому. Идите нахрен. Внимание, внимание, враги. Культура страха, культура ненависти. Что-то же надо сделать. Вот они что-то и делают. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Минкульт недавно создал очень любопытный документ. Это проект указа по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей. Там 18 пунктов. Как вам кажется, а зачем вообще составлять список ценностей? Это очень странная какая-то история. Ну а что тут непонятно? Первое, мы не должны забывать наши традиционные ценности. Мы же их забываем постоянно. Да? Нам же Путин сказал про скрепы. Да, сказал конкретно скрепы, а мы забыли. Поэтому надо напомнить. Эти ребята просто посмотрели у Блиновской. Блиновская же учит, что если написать свои желания, вот так списком, да, и проорать как следует про свои желания, да, и что-то, наверное, 3 раза прокукарекать и еще что-то сделать, то желания обязательно сбудутся. Вот они также взяли и опубликовали эту бумажку и ждут, что это сбудется. Ни хрена не сбудется. Потому что ценности и мировоззренческие установки идут изнутри людей, и какие они есть по воспитанию, такие и есть. И ни одни предписания не станут ориентиром на изменение этого. Нет. Давайте, собственно, перейдем к самому списку. Что вам там показалось любопытным и что, на ваш взгляд, требует разъяснений? Я читаю этот список и вижу, что там много есть классных слов, красивых. Особо меня радует, что жизнь, достоинство, свободы и права человека поставлены вообще на первое место в этом списке. Понятно, что ничего это не соблюдается, да, но это ладно. Но главное, что они есть как намерение. В конце концов, целенаправленная среда — это важно. Важно, что туда мы путь держим. Поэтому если мы туда держим и хотя бы лежим в этом направлении, то, может быть, мы хотя бы смотреть туда будем или придем когда-нибудь. А это важно для меня. Но коллективизм, вот отмечен в этом списке, я не знаю, я Советский Союз помню, а там был коллективизм, во всяком случае также декларируемый. Ни хрена он не соблюдался, потому что у тех, которые были хозяева страны, генсеки так и так далее, у них все было, в отличие от тех, у кого ничего не было, да, поэтому по поводу коллективизма это тоже была такая мыслеформа или вот слово такое было. Коллективизм — это самая гнилая форма организации чего это. Подождите, взаимовыручка, сотрудничество, сотворчество, да, но коллективизм — это слово вообще не подходит. И поэтому, когда появляются такие слова в списке, это очень настораживает. Ну и знаете, вот в этом месте я просто, вот сейчас вот держитесь, не падайте со стула. Приоритет духовного над материальным. Это очень просто. Пенсии будут такие же малые, на которые прожить невозможно. Минимальная зарплата будет на уровне, не просто смешном, а это просто, отвратительно и гнусно, когда медсестра получает 10 тысяч рублей, учительница в школе получает 15 тысяч рублей. Все это означает приоритет духовного над материальным. Я так скажу, я с этим категорически не согласен. Материальный уровень должен быть до того, как мы начинаем говорить о духовном. 30 миллионов людей в России сейчас влачат существование ниже черты, просто запредельная нищета. Есть нечего. 90% доходов идут на еду и на какую-то одежду, и на какой-то кров минимально. 90. 10% остается на все, на лекарства, развлечения и так далее. Это нищета. Ну и напоследок, я вам так скажу, вот это строчка, да, приоритет духовного над материальным, для меня лично означает следующее, что раньше мы хотя бы грустили, да, и печалились от того, что у нас материальное обеспечение такое низкое, да, что у нас малые доходы, не хватает нам денег. А сейчас, согласно рекомендациям Минкульта, мы должны улыбаться и радоваться этому. А тот, кто не будет радоваться, для тех придут специальные разъяснения и санкции. Готовьтесь, мало не покажется.
Есть еще один пункт, который меня лично заинтересовал. Он звучит как историческая память и преемственность поколений. Вы часто говорите о том, что как раз опыт прежних поколений нам может повредить. Вот этот пункт вас заинтересовал? Что вы о нем думаете? Я тепло отзываюсь об истории России, какая бы она ни была, потому что благодаря ей я здесь, вы здесь, мы все здесь благодаря тому, что было, нашим предкам. Вот. Но, вы знаете, в истории есть очень много того, что нас оставляет там, где мы не хотим. Разум дан людям только для того, чтобы они уходили из того места, где им не нравится, туда, где они не знают, что будет. А мы, очень хорошо владея нашей исторической памятью, остаемся там, где нам не нравится, очень не нравится. Мы не просто остаемся, мы себя цементируем этими скрепами историческими. Поэтому уважение, память — это одно, а вот скрепление себя с этим, что попал в говно, теперь сиди и не чирикай, я против этого. Поэтому этот пункт меня тоже, честно говоря, напрягает, но я надеюсь, что он написан именно с точки зрения уважения к истории нашей великой страны. Помимо списка наших традиционных ценностей, я напоминаю, там 18 пунктов, там в этом документе есть еще список угроз, кто угрожает этим нашим ценностям. Там ожидаемо Соединенные Штаты Америки и их союзники, транснациональные корпорации, террористы и иностранные агенты. Вы чувствуете угрозу от вот всех этих организаций и людей? Ну, во-первых, этот документ я получил от иностранного агента, от «Медузы». И очень спасибо, что это иностранный агент, который мне угрожает. Он мне дал возможность познакомиться с ориентировками, значит, Минкульта. Я вообще поборник следующего. Ну, решили так, решили. Дело в том, что в Америке тоже есть список иностранных агентов и вот всех, кто угрожает. И я думаю, наши не особо думали, как всегда, они взяли американский подход и бахнули, не особо парясь там, что будет, ну и все. Теперь по поводу террористов, американцев, корпораций, кто там, иностранные агенты и так далее. Ребят, 100% я вам говорю, они не угрожают нашим традиционным ценностям. Они продвигают свои ценности. И если наши с вами ценности, наши с вами слабые, или мы их не разделяем, вот тогда нам очень легко извне навязать что-то. Я утверждаю следующее: никто нам не угрожает, кроме нас самих. Мы слабы, у нас нету идеологии, у нас нету идеологии великих достижений, которая была в 60-е годы. Мы не ценим и не любим себя, мы все смотрим на кого-то, на американцев, там, на англичан, там, на немцев, и все кажется нам, что мы недостойны и мы какие-то недостаточные. Мы отгораживаемся от всего мира забором. Мы везде ставим указатели: внимание, внимание, враги. Знаете, кто наши враги? Мы сами, кто себя не любит и не занимается делом. В то время, как ты защищаешься от кого-то, ставишь заборы и так далее, ты тратишь силы не на то. Усилять себя, делать себя сильнее гораздо выгоднее. Список написан, наверное, не просто так. Нужно ли, может быть, создать какое-то ведомство особое, которое займется теми, кто не соблюдает все 18 пунктов, и каким-то образом наказывать общественно, может быть, по закону? Я думаю, инициатива такая уже в процессе. Когда кто-то хочет кого-то в чем-то ограничить, тут же возникает тот, кто хочет это ограничение охранять, защищать, выбивать под это бюджет, и так возникают все так сущности. Конечно, да. Я не удивлюсь, что возникнет ведомство, или эти KPIs, или там метрики будут прошиты в какие-то там порталы госуслуг. И в следующий раз в анкете, когда вы зайдете в госуслуги, там будет так: заполните, пожалуйста, дополнительную анкету. Каких традиционных ценностей вы придерживаетесь? И если вы не перечислите галку, не поставите галку на этих 18, у вас будет ответ: идите нахрен. А что мне делать, если я, например, поборник нетрадиционных ценностей? Не я конкретно, а вот персонаж какой-то. Если есть человек, который материально ставит выше
У него конкретно денег не хватает на еду сейчас, на одежду, на кров, на детей, на обучение, на образование. Ну не хватает. Какая ему там духовность? Ему чего? Соврать? Поставить в галки, что он за? Поэтому не надо заставлять людей писать, что они за. Вот эта вот культура страха, культура ненависти, культура подавления, культура доминации, да? Вот это все и порождает нашу слабость. А когда придут те, кто захочет контролировать выполнение вот этих вот предписаний, да, мы станем еще слабее. Готовьтесь. Еще одна есть новость, которая, мне кажется, тоже в контексте того разговора, о чем мы с вами говорим. В России появится новый учебник истории. И, как говорят, европоцентризма больше не будет. Что это значит? Что мы не будем так глубоко изучать историю Европы, а там сконцентрируемся также на Африке, на Азии. Что, на ваш взгляд, это означает? И вообще, значит ли это, что европейские ценности нам больше не близки, а может быть теперь азиатские ближе? Но это означает, что европоцентричность мы меняем на жопоцентричность. Вот что это означает. Ну, под словом «жопа» я имею в виду, что, ну, мир, он в среднем по бане живет очень бедно. Ну, богато живут несколько стран, там, ну, несколько десятков стран, а большинство стран живут очень бедно, ну, нище. Да? Поэтому, если мы будем изучать эти страны, да, мы будем знать, что нужно для того, чтобы жить бедно. Вот это вот все смены центричности, переписывание учебников истории и так далее. Ну, конечно же, можно продемонстрировать, что, ну да, вот мы же учебник заменили, мы что-то делаем, мы же что-то делаем. KPIs выполнить. Потому что KPIs правительство предписывает, что-то же надо сделать, вот они что-то и делают. Но, ребят, все, что, к чему это приведет, к еще дальнейшему ухудшению экономики России. Все. Если надо каким-то образом уесть Европу и сказать им, вот, вы не хотите с нами сотрудничать, мы вас уедим, вот как бы мы вам сигнал дадим тем, что мы поменяем учебники истории. О, хорошо, хорошо. Я вам так скажу, в Европе на Россию по большей счету тоже наплевать. Америке вообще наплевать, а Европе, ну, не наплевать только потому, что их Америка это дергает как орликин. Смотрите, показываю на пальцах. Экономика Германии сильно больше, чем экономика России. Экономика Франции сильно больше. Если собрать экономики вот этих вот европейских вот стран, западноевропейских особенно, то это во много десятков раз превышающая экономика России. Я еще раз говорю, люди живут своей жизнью. И Россия им нужна как пугало. Ну, у них такие же вопросы у правителей, да, население надо держать немножко в таком вот страхе, и должен быть внешний враг. Кто во Франции внешний враг? Ну, кто-то есть, скорее всего, Россия такой, ну, как они говорят, русский зверь, русский медведь, да, и так далее. Ну и все. В Британии так точно так же. Там, куда ни приедешь, там в газетах всегда русские подводные лодки вокруг острова. Мои все друзья, я когда приезжаю, я 2 дня выслушиваю их вопросы по поводу Путин на что, действительно хочет захватить наш остров? Я говорю, вы что, дебилы? Откуда вы взяли? Они показывают мне газеты, там в газетах написано, что русские подводные лодки вот хотят захватить Британию. Все. Ну, их люди держат с помощью России свое население в страхе. Уважать надо историю, какая бы она ни была, европейская, африканская, китайская, так просто уважайте ее и стройте дела. Повысьте эффективность экономики, каждый на своем месте, ребята. Производительность труда у нас в 10 раз ниже, чем в Америке. Вы понимаете, о чем я говорю? В 10. Страна, имеющая такие недра, такие леса, таких людей, такое все, такой дух, такое наследие, такую культуру, такую историю, все это имеет, никак не может создать материальные блага для своих людей. При этом мы мним себя, что до нас всех и весь дело и так далее. Ребята, нам надо благоустраивать свою экономику, нам нужно заниматься воспитанием не имперцев, которые пойдут воевать куда-то. 10% нужно таких людей, согласен. Кто-то, чтобы защищал нас не только на рубежах, да, а еще и в мировых океанах и так далее. Согласен, 10%.
Но 90% нужно людей, которые умеют строить эффективные заводы, производить чипы. Нам нужно растить людей, которые создают эффективные процессы. И вот эти вот традиционные ценности, которые я вижу, они совершенно никаким образом не направляют мое внимание в область экономического процветания. От слова «никак» не направляют. Есть там вечная дискуссия, что есть Россия, Европа или Азия. И значит ли это все-таки, как на ваш взгляд, что если не будет европоцентризма, значит мы признаем, что мы Азия, и, условно говоря, больше чтим не Грецию, а татаро-монгольское иго, которое на нас повлияло? Большая территория России находится в евразийском континенте, если формально географически. Большее количество населения живут в европейской части. Поэтому, слушайте, очень бы подходило для России название «Северный огонь». Это тепло, нежность, такое согревающее, да, и все-таки что-то такое весомое, фундаментальное и мощное. Вот. Поэтому я придумал свое название, чтобы не мучиться. Европа или Азия или Азиопа и так далее. Для меня Россия — это северный огонь. Это слово дает мне какую-то невероятную силу, уверенность и ощущение, что невзирая ни на что, ни на какие эти ориентировки Минкульта, ни на какие сложности и трудности, да, мы все это переживем, и все у нас будет хорошо. И финальное. Если отвечать на вопрос, есть ли у России особый путь, судя по тому, что вы сказали, он есть. То есть это и не европейский путь, и не азиатский, а какой-то свой. В чем он тогда заключается? Дело в том, что Россия похожа как колобок. Знаете, Бог создал Россию, да? И почему-то вместо имени «Северный огонь» дал ей имя «Колобок». И этот колобок выкатился из этой печки, да, и покатился. И вот он встретится там заяц, заяц его пнет, значит, и лису встретится. И вот этот колобок туда-сюда, туда-сюда. Колобок мается. Так, после развала Советского Союза он уже где только не был, да? В печку много раз возвращался и так далее. И он все мается. На самом деле вот этот колобок все ищет свой путь. Азия или Европа, разворот там в Азию или в Африку, да? Европоцентричность или жопоцентричность. Я так вам скажу: северный ветер, северный огонь, кому что больше нравится. Да? Свой путь он у каждого, и у России он тоже. И давайте концентрироваться на том, чтобы наше мировоззрение было таким, чтобы нам нравилось, что с нами происходит, да? Чтобы у нас были деньги для достойной жизни, это главнее. А список — все. Список — это был повод сделать этот выпуск. Я надеюсь, вы неплохо провели это время, и настроение ваше улучшилось, и теперь вы ощущаете больше силы, больше уверенности в будущем. Вместе мы, вот этими руками, вместе с вами сделаем так, чтобы жить достойно, мощно, и чтобы нам нравилось, что с нами происходит. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.